С новым 2021 годом, друзья! Как вы отметили этот Новый год? Мы с семьей замечательно. Вы знаете, я уже много-много лет не помню такого Нового года, какой был в этот раз. Мы отмечали достаточно большой компанией, и были люди, которых мы видели впервые, и было немножечко такое напряжение в начале, там, как сложится, сколько ли получится общения. И вы знаете, когда пробили куранты, когда наступил этот новый 2021 год, все настолько тепло и по-домашнему его встретили, что все стали обниматься, все стали целоваться друг с другом, вот абсолютно каждый с каждым. А нас было там, человек 20. И давно я такой теплоты, такого светлого ощущения не испытывал от Нового года. И мы разошлись только, там, легли спать часов в 6 утра. Как будто на самом деле что-то меняется в этом пространстве. Как будто на самом деле люди проснулись, и люди изголодались по этой теплоте, по этой душевности, по этой любви. И вот этот год, оглядываясь уже сейчас назад на этот ушедший в историю год 2020, все-таки насколько я понимаю и стал понимать, насколько он нам был нужен, этот год, всему человечеству. Насколько нам нужен был вот этот пинок, насколько нам нужна была вот эта вот общая беда, которая в том числе нас сплотила. Понятно, что были и те, кто наживался на бедах человеческих, и такие были всегда, и вы все прекрасно знаете, как фармацевтика себя повела. Но речь-то не об этом. Речь о том, что вот этот кризис нужен был человечеству. И люди поняли, насколько им не хватает вот этой любви, насколько им не хватает этой теплоты. Они по-другому посмотрели на этот мир, они по-другому посмотрели друг на друга, что на самом деле друг друга-то надо ценить. И что на самом деле мы очень хрупкие создания в этом физическом мире. И насколько мощна и сильна природа, насколько мощна и сильна наша планета. Поэтому то, что случилось, то неизбежно должно было с нами произойти. Потому что дальше бы, наверное, мы бы уже вообще скатились в какую-то пропасть. И мне кажется, вот этот кризис, он дает нам шанс сейчас на то, что наша раса, человечество все-таки преодолеет вот эту красную линию, к которой мы уже подошли. И я думаю, что мы справимся с этой проблемой. В общем, делитесь в комментариях, как у вас прошел этот Новый год. Мы замечательно посидели, просто так душевно и так тепло. Давно так не было. И знаете еще, что хочу сказать? Я достаточно долго, еще с молодых лет, все время думал над мыслью, когда же человечество перестанет воевать друг с другом, когда человечество перестанет себя уничтожать. И я приходил только к одной мысли, что это должна быть угроза извне. Когда придет какая-то угроза извне, которая будет угрожать всему человечеству, тогда, скорее всего, мы начнем объединяться. И я тогда находил только один сценарий. Это сценарий какого-то космического вторжения. Либо это какая-то там инопланетная раса враждебная, либо это там какой-то летящий астероид, который неминуемо должен там врезаться в нашу планету. Но я тогда не учитывал третий фактор, что на самом деле наша Земля может послужить вот этим фактором угрозы извне. Причем эта угроза пришла от самой природы, от самой планеты. И, как я уже говорил, это не то, что предупреждение, а это уже конкретные действия нашей планеты против тех паразитов, которые населили эту планету и вредят абсолютно всем, и в том числе самим себе. Поэтому есть над чем нам задуматься. И я думаю, что вот эта беда, которая случилась, она всех нас должна объединить, и мы должны вернуться к своим истокам. В общем, еще раз поздравляю вас всех с Новым годом. Нас ждет с вами еще много чего интересного. Я думаю, что мы в этом году будем с вами плодотворно продолжать общаться. И раз уж я стал видеоблогером, то я буду
осваивать это дело. Оно мне по душе, оно мне по нраву, оно мне легло на сердце. Мне очень нравится тот формат общения, который мы с вами общаемся. И я думаю, что мы с вами обязательно будем развиваться и в этом направлении. С Новым годом! Всех обнял, всех люблю.